Сколько мы уже знаем о человеческом теле? Вот-вот, много. Но есть еще целых 13 удивительных фактов о мозге, которые просто не укладываются в голове. И сейчас мы их рассмотрим. Вы на канале «Замечательная жизнь». Мы начинаем. Первое. Мозг – самый жирный орган в вашем теле. Ваш мозг состоит минимум на 60% из жира и является самым жирным органом вашего тела. Вот почему здоровые жиры, такие как омега-3 и омега-6, жизненно важны для здоровья мозга и всего тела. Здоровый жир может уменьшить воспаление, а также он помогает иммунной системе правильно функционировать. Второе. Мозг работает иначе, когда вы читаете вслух и когда молча. Чтение вслух способствует развитию мозга. Дети сначала учатся читать, произнося слова вслух. Как только у них получилось, дети учатся читать про себя. Это действительно один из странных фактов о мозге, потому что мы обычно учим наших детей читать вслух, а потом про себя. И все же у детей лучше всего развивается мозг, когда мы читаем им книги вслух. Третий факт. Наш мозг увеличивается в 3 раза в первый год жизни. У двухлетнего ребенка мозг будет полностью сформирован на 80%. Он будет расти, пока человеку не исполнится 18 лет. Человеческий мозг достигает полной зрелости только к 25 годам. Четвертое. Человеческий мозг содержит около 100 миллиардов нейронов. Это примерно столько же, сколько звезд в галактике Млечный Путь. Эти нейроны связаны триллионами синапсов. Специалисты называют их леса нейронов. Нейроны перемещают информацию с разной скоростью. Наибольшая скорость передачи информации между нейронами составляет около 400 км в час. При этом нейроны составляют лишь 10% мозга. Пятый факт – это миф, что люди используют лишь 10% мозга. Мы используем его в полной мере. Даже во время сна используется намного больше 10% мозга. Хотя то, что все области мозга не включаются одновременно, является правдой. Исследователи мозга с помощью современных технологий показали, что, как и мышцы тела, большинство областей мозга активны в течение 24 часов. Шестое. Считается, что сны представляют собой сочетание воображения, физиологических и неврологических факторов. Лимбическая система отвечает за эмоции как во время бодрствования, так и во сне и включает миндалевидное тело, которое в основном связано со страхом и агрессией. Оно особенно активно во время сна. Сны – доказательство того, что ваш мозг работает, даже когда вы спите. Седьмое. Многозадачность невозможна. Когда вы думаете, что делаете несколько вещей одновременно, на самом деле, вы просто быстро переключаетесь с одной задачи на другую. Специалисты считают, что так называемая многозадачность вредна для человека. Исследования показывают, что количество ошибок увеличивается на 50%, когда человек делает несколько вещей одновременно, и вам нужно вдвое больше времени, чтобы что-то закончить. Восьмое. Ваш мозг – это генератор случайных мыслей. В 2005 году Национальный научный фонд опубликовал статью о ежедневных исследованиях человеческих мыслей. В среднем у человека в голове возникает от 12 тысяч до 60 тысяч мыслей в день. Из них 95% – это мысли, которые повторяются изо дня в день, и около 80% мыслей – негативные. Девятый факт о мозге. Мозг не чувствует боли. В самом мозге болевых рецепторов нет, но мозговые оболочки, надкостница, ткань вокруг костей и кожи головы имеют болевые рецепторы. На мозге можно сделать операцию, и человек может бодрствовать в это время, не чувствуя боли. Десятый факт. С возрастом человеческий мозг уменьшается. Человеческий мозг продолжает развиваться, пока вам не исполнится 40 лет. Это единственный орган человеческого тела, который так долго развивается. В нем также происходит множество изменений, больше, чем в любом другом органе. Примерно в середине жизни объем мозга начинает сокращаться. Однако для мозга размер не имеет значения. Нет никаких доказательств того, что больший мозг означает, что один человек умнее другого. 11. Работа мозга может зажечь небольшую лампочку. Во время бодрствования мозг способен вырабатывать от 12 до 25 Вт электричества. Такое количество энергии хватит, чтобы зажечь небольшую лампочку. Скорость работы мозга также поражает. Информация передается от рук и ног к мозгу со скоростью от 240 до 420 км в час. 12. Кратковременная память длится около 20-30 секунд. Дело в том, что мозг не способен надолго задерживать большое количество информации. Он дает вам доступ к данной информации, вот только делает это в течение примерно 1,5 минут.
У большинства людей память на числа составляет около 7 секунд, а память на буквы – около 9 секунд. Кроме того, мозг может хранить в своей рабочей памяти до 7 цифр. Вот почему номера телефонов в США и некоторые в России состоят из 7 цифр. И, наконец, 13. Хороший сон и зевота, которая охлаждает мозг. Вашему телу и мозгу требуется отдых, чтобы нормально функционировать. Недостаток сна может ухудшить способность здраво мыслить, запоминать и снижает реакцию. Это связано с тем, что недостаток сна убивает клетки мозга. Правильный сон также важен для сохранения памяти. Во время сна мозг накапливает все воспоминания за целый день. Устали? Позевайте. Исследования показывают, что зевота охлаждает мозг. А вот недостаток сна повышает температуру мозга. Спасибо большое за то, что досмотрели этот выпуск до конца. Благодаря тебе наш канал и развивается. Заходи почаще, смотри новые обзоры, оставляй комментарии и делись этой полезной информацией с друзьями и близкими. Ну а мы на этом не прощаемся. До скорых встреч!